Друзья, приветствую вас на канале Ниндзя Капитал. Это дневной обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынке, что происходит, куда все движется и какие тенденции у нас сейчас закладываются. Так, друзья, ну вот по Виксу сегодня достаточно нормальное открытие, то есть никакого роста не происходит. Находится он в боковике, ниже пока он не идет. Ну и, соответственно, такая ситуация, она очень позитивна для рынков, потому что когда Викс ползает по дну, можно продолжать любой безумный невротический рост. Так, далее индекс доллара, часовой таймфрейм. Смотрите, вот сейчас тестирование уровня 92.38. Соответственно, если сейчас вдруг будет пробой этого уровня, то мы увидим, возможно, поход на 92 и на 91,5 следом. Вот главное ему здесь пробить на объеме, тогда весьма вероятно движение вниз оно произойдет с удвоенной силой. Но смотрите, чем дольше он здесь находится и не пробивает, тем больше вероятность того, что мы сегодня-завтра получим по нему отскок с целью движения вот сюда, вот на 92.79. Ну, со всеми вытекающими последствиями тогда. Так, друзья, далее S&P 500. Ну, смотрите, вот этот дневной график, действительно, здесь он начинает пытаться хандрить, ужас-ужас рисовать, разворотные формации. Но у нас есть волшебный уровень, это 4450. Вот он где-то здесь вот проходит. Соответственно, пока этот уровень не пробит в результате всех этих пертурбаций, то все откаты их будут выкупать и будут его либо держать на текущих уровнях, либо до 18 сентября продолжать гнать наверх. Так, друзья, далее нефть Brent. Ну, смотрите. Вот у нас сейчас вся светопляска, она идет вокруг уровня 72, 71, 95. Но на самом деле он 71, 95. Но поскольку все любят четкие цифры, прямые, как автострада, то, соответственно, 72. Дневной таймфрейм. Что мы здесь видим? Сегодняшний день он будет решающий. Он будет решающий, потому что, во-первых, не должно быть вот этого движения на 70,4, 70,3. И, соответственно, желательно должна быть проторговочка вот здесь в этом диапазоне. Если это условие будет выполнено, то мы завтра и в понедельник идем выше. Пытаемся закрепиться на 72 и, соответственно, вот у нас 74,15 на горизонте в идеале. Но мы помним, что соты по нефти вышли не айс. Соответственно, вот такое расхлябанное, неуверенное движение и попытка похандрить и сходить вниз. Так, вот часовой таймфрейм. Сейчас мы с вами видим, что вот по сути вся игра идет вокруг этого уровня. Вот если он сейчас будет пробит и здесь проторговочка пойдет, то все, открывается окно возможностей уже сегодня, ну, либо завтра. Соответственно, здесь тенденция на рост. Сейчас бадание с уровнем. Если уровень берем, то дальше события могут достаточно быстро и оптимистично развиться, по крайней мере, на 72,7, а то и на 74,15. Соответственно, здесь, если не возникает пробоя, то мы уходим корректироваться на 71,4, вот сюда, вот к этому значению. Так, далее рубль-доллар, USD Tomorrow. Ну, здесь, что я могу сказать? Стопы режут стопы, и рубль укрепляют, но укрепляют его как-то, ну, вот такое ощущение, что в любой момент это укрепление, оно может сойти на нет. Так, друзья, далее серебро. По серебру был вопрос, давайте дневочку. По серебру вот у нас сейчас решается задача пробития уровня 24,3. Если мы сегодня этот уровень пробиваем на объеме, то, соответственно, у нас отсюда следующая цель движения, она будет находиться на уровне 24,6 и потом на 25,5. По серебру идет разгон, соответственно, вот уже сегодня, если не возникает коррекционного отката с пробоем 23,74, мы видим пошаговое движение на рост серебра. Это 4-часовой таймфрейм. Так, друзья, далее российские акции. Ну вот по Русалу был вопрос. Но смотрите, по Русалу цель движения, о которой ранее говорили, ее выполнили. Переходя на недельный таймфрейм, вот она находилась в районе 58-58,1. Соответственно, мы сегодня ее, можно сказать, уже пробили. Ну, чуть-чуть здесь ход остался.
58-58,1. Но на самом деле я вот не уверен, что длительное время он здесь будет находиться. Но если на часовик переходить, то рост, который получил свое развитие вот где-то отсюда, от 50,8, он пока еще не закончился, он продолжается. Но если ориентироваться на старшие таймфреймы, недельный, месячный, то, соответственно, мы уже уперлись в потолок. Соответственно, здесь все будет зависеть от того, последует, не последует коррекционный откат с пробитием 56. Если такого отката не будет, то, соответственно, здесь будет пробой уровня 58 и уход, ну, например, на 59,5, на 60. Вот. Но в целом здесь все цели движения, которые были, они выполнены. И здесь либо рассчитывать на то, что космос будет продолжаться, либо если смотреть с трезвой головой, то его, ну, по-хорошему, спекулятивная сделка имеет смысл либо целиком, либо какую-то часть закрывать, я так считаю. Так, друзья, далее золото, российский фьючерс, сейчас берем часовой таймфрейм. Здесь, соответственно, если не возникает вот сейчас прямо откат с пробитием 1812, то вот эта вся хандра, которая рисуется, она здесь же и завершится, и пойдет цикл движения, у которого цель будет пробой 1820 и движение в район 1825. Если сейчас 1812 будет пробито, то надо будет посмотреть, как он здесь будет торговаться и будет ли следующий цикл движения на 1807. Так, друзья, далее Сбер. Смотрите, здесь картинка заглядения. Ну, 338 он не сделал, негодник, ну ладно. Вот сейчас прямо здесь на часовике формация возникает. Если не будет отката на 330-330,5, то вот отсюда он пойдет повторно тестировать на пробой 335 прямо сегодня. Так, друзья, далее вопрос был по Русгидро, дневной таймфрейм ставлю. Ну, Русгидро действительно немножко грустит, вчера оно даже 81,50 прокололо коротенько. Но на самом деле здесь пока идет, с моей точки зрения, набор позиций. Если нет устойчивого пробития 81,5, то все вот это действие, оно приведет к тому, что после донабора здесь пойдет цикл движения, у которого цель будет пробить 84,7 и, соответственно, потом закрыть гэп. Есть очень высокая вероятность, что вчера именно такой день и был разворотный, который ведет к тому, что будет пробитие в ближайшее время вот этого значения и движение на закрытие гэпа. Для того, чтобы в этом убедиться, необходимо, чтобы сегодня повторного пробития 81,5 не было. И даже касания. Если вот это условие выполнено, то, соответственно, завтра, на следующей неделе, мы здесь весьма вероятно увидим разворот и такую дугу. Так, друзья, далее Газпром. Но здесь особо нечего комментировать, потому что здесь просто идет движение на 356-360. Соответственно, тут в чем прелесть, что любые, которые возникают откаты, их можно использовать для покупки и потом продажи. Пока 300-299 назад не будет пробита, вся вот эта коллаборация, которая здесь происходит, она будет приводить только к росту и дальнейшему движению до 360. Дальше посмотрим. Так, ну переходя на часовик, конечно, тут может произойти сейчас пробой 314 и уход куда-нибудь в район 317. Но по логике вещей, то есть его должны все-таки откатить. Его должны откатить, и он должен так вот волнами идти. То есть здесь наиболее вероятный сценарий, ну если вот пробоя сейчас не будет, потому что с такими ценами на газ всякое может случиться, коррекционный откат в район 309-308, и вот отсюда должна пойти уже следующая итерация движения в район 318-319. Так, друзья, далее ВТБ, здесь тоже очень интересная ситуация. У него сегодня с утра был выходной день, он немножко откатился ниже 52,78. Блин, вот сломаешь и мозг, и язык с этим ВТБ. Сейчас, соответственно, идет цикл движения. Первый 53,20 и потом тестирование на пробой вот этой пимпочки. Соответственно, вот это движение не происходит, если будет коррекционный откат с пробитием 52-57.
такой сценарий мне видится маловероятным, потому что его все-таки должны после такого отлива, немножко осталось до 5,5 копеек, его как-то должны приблизить уже к этому значению. Так, друзья, далее Хантер, волшебный Хантер. Вот у него сейчас идет движение на переписывание вот этого максимума 4115. Но, конечно, блин, здесь заходить страшно. И поэтому я думаю, все-таки с учетом изменившихся реальностей уже, наверное, 3100 оно временно актуальность потеряло. И поэтому здесь надо ждать, наверное, коррекционного отката вот в район 3880-3830. И вот здесь его со стопом имеет смысл покупать, и, соответственно, выгружаться он где-то в этих значениях будет. Возможно, он пойдет и сюда сейчас, но он сюда должен дойти, я думаю, вероятность достаточно высокая. Но здесь уже просто сочетание риск-прибыль не оптимальное. Поэтому надо дождаться, когда он придет сюда. Отсюда, скорее всего, будет коррекционный откат на уровень 3880. Или же пробой и уход на 4500. Но такой сценарий, мне кажется, все-таки маловероятным, потому что его должны постепенно раскачивать и вести наверх. Ну, до того момента, когда все сыпанется. Так, друзья, далее вопрос был по Татнефти. Но смотрите, по Татнефти вот вся светопляска идет вокруг 485-490. Вчера была попытка просадить, но потом все-таки выкупили и увели на 490-485. Но тут как бы если ретроспективу рассматривать, у него уровень где-то 485-486. Но там для ровного счета можно на 490 округлять. Так, ну сейчас здесь по сути пошел мощный импульс движения наверх у нее. Вот, и поэтому если сегодня-завтра не будет коррекционного отката с пробитием 483-482, то вот эта вся конструкция, она должна ее завтра привести, ну, допустим, на 500-501. И как только будет пробой 502, сразу закрытие гэпа на 514-515, вот сюда вот. Бумага достаточно специфическая. И еще раз вопрос задавали по электронке, сразу на него отвечу. В 1000-й раз повторюсь, что если возникает дивидендная отсечка и на графике идет проседание, то это просто часть графика уходит к вам в карман. Вот, это к вопросу о том, что делать там, если возник дивидендный гэп. Ну, это просто та часть графика, которая уже все ваша. То есть, если на рынке нет никакого трэша, то можно просто ждать, пока это самое гэп закроется и все придет в равновесие. Но вообще, как бы, если рассматривать бумаги, которые имеет смысл, не имеет смысла рассматривать, я вот к Татнефти несколько настороженно отношусь. Если уже брать нефтянку, то лучше рассматривать Лукойл, ну или Роснефть. Так, друзья, ну вот давайте и Лукойл, раз уж затронули. Прекрасно, здесь все как бы с нефтью историю разыграли. Соответственно, сейчас идет движение, у которого цель 6450 вот сюда, к этому значению. Соответственно, вот это движение, оно не произойдет, если будет сейчас откат с пробитием 6270. Так, друзья, был вопрос по поводу AMD. Смотрите, здесь с AMD, я так думаю, ситуация следующая. Вот у AMD есть здесь один важный уровень, это 108,5. Вот сейчас он 108,5, судя по дневкам. Соответственно, если этот уровень не пробивается, здесь разворотная формация должна случиться сегодня-завтра. И, соответственно, отсюда должно пойти движение, цель которого потестить и пробить 115 и пойти выше. Если 108,5 сегодня все-таки будет взято, то весьма вероятно, что движение вниз, оно продлится, и цель этого движения будет заход вот сюда, вот в район 105,5-105. Но, опять же, если здесь на дневке ориентироваться, то попытка, точнее не попытка, а импульс роста, который вот начался здесь, в этом месте, он себя еще пока все-таки не исчерпал. Вот это коррекционный откат, соответственно, удержание 105,5 будет говорить о том, что вот этот рост, который здесь формировался, он будет продолжаться до переписывания вот этого хая 122,5. Друзья, ну в общем-то все, основные моменты. Спасибо за внимание, успешных торгов.